Приветствую вас, мои ласточки, с вами снова Алла Касаткина, проект «Ладная я», вот ссылка на сайт. А мы сегодня с вами будем говорить о гражданском браке. И мы сегодня с вами будем говорить о самом большом женском заблуждении в отношении гражданского брака. Потому что именно это заблуждение превращает гражданский брак в большую проблему для женщин, в которой они залипают и никак не могут из нее выбраться. Что это за проблема? Сейчас расскажу, как из нее выбираться. Тоже расскажу. А давайте будем знакомиться поближе. Меня зовут Алла Касаткина, я психолог, почти 20 лет работаю с женщинами. Ссылка на мой сайт вот. Подарок для вас есть в описании этого видео, курс «Секреты счастливых женщин». Красная кнопка под видео. Жмем, подписываемся на канал. Лайки и комментарии. Очень любит YouTube. Давайте будем ему благодарными за то, что он дает нам возможность встретиться. Итак, что такое гражданский брак? Ярмо на шее, чем он превращается чаще всего для женщин, или джекпот? Мои хорошие, чаще всего у женщины на шее ярмо, а у мужика джекпот. К сожалению, а должно быть наоборот. Должно быть наоборот. Обалдели? Теперь давайте разберемся, что ж такое. Смотрите, что делает женщина, когда мужчина говорит: давай поживем вместе. Будет у нас гражданский брак, разберемся, присмотримся друг к другу и потом решим. Или, потом поженимся, он говорит. И женщина, начиная жить вместе, что делает? Она доказывает, какая она охренительная жена, чтобы он офигел от того, какой джекпот ему достался. Думаете, мужик не прифигел? Прифигел! Потому что ему таки действительно достался джекпот. Он имеет все преимущества семейной жизни. Есть что поесть, выстиранный, убранный, обглаженный, накормленный, в постели ублаженный, есть на кого слить свое накопившееся недовольство или плохое настроение, есть у кого попросить поддержки и ее получить, есть в чей карман залезть, к сожалению, так тоже бывает, есть на чьей территории пожить, так тоже бывает. А что он должен? Писечку. А в лучшем случае иногда. Ку-ку, приехали. У мужика никаких обязательств. У мужика есть возможность требовать от женщины дохренища и ставить новые условия. У мужчины есть пугалка: будешь выпендриваться, я на тебе не женюсь. И у мужчины есть свобода. Потому что ты мне не жена, я тебе ничего не должен, будешь много орать, я уйду к друзьям. Или я другую найду. И все. И что получается? У женщины на шее ярмище, даже не ярмо, ярмище, которое придавливает ее. Мало того, женщина добровольно отказывается от общения с другими мужчинами. Женщина, я не про постель говорю сейчас, а вообще просто про общение. Женщина отказывается анализировать, что происходит внутри этих отношений. Женщина изо всех сил из кожи вон лезет, пытаясь доказать мужчине, что она достойна того, чтобы ей колечко на пальчик одели. А ей чаще всего вот это показывают. К сожалению. Вам не кажется, что условия очень неравны? Потому что гражданский брак на самом деле предусматривает совершенно другие условия. Поживем вместе до свадьбы. Это значит очень короткий срок. Еще раз повторяю. Очень короткий срок. Максимум полгода. 3-6 месяцев. И тогда и он, и вы смотрите, а как мне на одной территории с этим человеком? А как он выполняет обещания, данные ротом, на деле? А услышит он ли меня? А готов ли он подстраиваться под мои достоинства, недостатки? Готов ли он двигаться вместе ради того, чтобы быть в партнерстве и для того, чтобы вам было вместе с ним хорошо? А готов ли он на уступки? И какие? А что он реально готов делать?
И вообще, что у него за душой есть из того, что он красиво о себе рассказал до того, как вы стали жить вместе. А готовы ли вы вообще с этим человеком на одной территории 24 часа в сутки находиться? Или это обезьяна с гранатой, от которой надо свалить раньше времени? Вот это должна проверять женщина. Не заслуживать, не выстилаться, не наизнанку выворачиваться, не доказывать, не рассказывать и не выворачивать свои карманы, кредитные карты перед ним. Нет! Гражданский брак – это не ярмо и не джекпот, мои дорогие. Это тест-драйв. Тест-драйв. Обычно дорогой товар иногда дают попробовать, чтобы вы поняли, вам это надо. Вы это хотите иметь в своей жизни достаточно долгий период. Поэтому, мои золотые, помните, выбираете во время гражданского брака в том числе и вы. Так пользуйтесь своим выбором. Перестаньте заслуживать, перестаньте давать мужику во время тест-драйва полный сервис. Дайте ему кусочек, покажите, что вы можете, но не все. Или ставьте свои условия дальше, чтобы вы видели, с кем вы имеете дело. А когда мне пишут барышни в комментариях, что я с ним живу уже 7 лет в гражданском браке, жду, пока он меня позовет замуж, а у нас уже 3 детей, куда вы смотрите? За что вы себя так не цените и не любите? Запомните раз и навсегда. Когда поживем вместе, попробуем, каково оно нам, это даже не гражданский брак. Про гражданский брак я сниму, наверное, отдельное видео. Если эта тема интересна, напишите мне обязательно в комментариях. У вас тест-драйв. Подойдете, не подойдете. Сможете, не сможете. Помните об этом. Мало того, вы тестируете не только ваши отношения парные, вы тестируете друг друга. Вы тестируете и друг друга. Как нам вместе? Мы в одну сторону смотрим? Или мы как лебедь, рак и щука? Тянем в разные стороны, каждый свое, и я должна только под него прогибаться для того, чтобы удержаться рядом с ним. Вы не выдержите так всю жизнь. Мои хорошие, прекратите устраивать мужикам джекпот. Хватит, снимите ярмо со своей собственной красивой лебединой шейки. Помните, вы имеете полное право выбирать. Вы имеете полное право выбирать. Так выбирайте. Пользуйтесь своим правом сейчас. Потому что если вы на этом этапе от него отказались, дальше у вас его вообще не будет. Мои хорошие, выбирайте. И удачных вам тест-драйвов. Жду ваших лайков, жду ваших комментариев. Со мной там можно поспорить, можно высказать свою точку зрения. А про гражданский брак, если интересно, я сниму отдельное видео. С вами была Алла Касаткина. Пока-пока, мои ласточки.